Привет всем! В этом видео сделаю обзорчик на контроллер температуры. Модель называется ST3012. Этот контроллер температуры идет двухзонный. То есть у него есть два независимых канала слева и справа. И они могут включаться-выключаться независимо друг от друга и работают по двум датчикам. Левый канал работает с одним датчиком, правый канал работает со вторым датчиком. Длина провода здесь на датчиках 1 метр идет, они герметичны, то есть можно погружать в воду, влаги они не боятся. Данная модель идет на 220 вольт у меня, здесь галочкой обозначено, подписано 220 вольт. Также они есть на 24 вольта и на 12 вольт, так что вы когда заказывать его будете, то смотрите внимательно, выбирайте ту модель, которая вам нужна. На 220 вольт держит нагрузку 1,5 киловатта. Можно сюда подключать нагреватель, либо охладитель на 1,5 киловатта. И сейчас я покажу, как он подключается и настраивается, потому что здесь идут вот эти два провода. И они между собой при включении замыкаются. Часто люди подключают на него просто нагрузку на эти два провода и пишут, что почему терморегулятор не работает, но просто они неправильно подключили. И сейчас я покажу, как он правильно подключается. В качестве нагрузки я буду использовать вот эти две лампочки, типа это наши нагреватели. И когда люди неправильно подключают, то они, например, делают это так. На этот провод подключают один контакт от нагревателя, и на второй провод подключают второй контакт нагревателя. То есть вот это подключение неверно, так работать оно не будет. То есть вот это питание, которое будет подаваться на сам терморегулятор, оно на эти провода при включении выходить не будет. Здесь просто стоит реле, и оно два контакта вот эти между собой просто перемыкает. Поэтому, чтобы правильно подключить, вот, например, на вот эти два провода будет идти питание. Фаза и 0. Я возьму обычный вот сетевой провод, который буду включать в розетку. Вот мы подаем фазу на красный провод. А на черный провод, на вот этот, мы подаем 0. Это мы запитали сам терморегулятор. Больше напряжения никуда идти не будет. То есть, если мы просто включим в розетку шнур, вот мы включаем, прозвучал сигнал, это мы включили терморегулятор. На эти провода питание идти не будет. Чтобы запитать нам наши нагреватели, нам понадобится что сделать? Запитать, допустим, один провод от нагревателя на 0. Вот сюда мы его подключим. Подключили. А второй провод мы подключаем в разрыв цепи. То есть черный мы подключаем на фазу. Вот так. А при включении терморегулятора фаза у нас будет через черный провод, потом при включении выходить на желтый провод. И вот так вот мы их вместе соединяем. Вот это у нас идет правильное подключение. То есть реле у нас будет размыкать фазу. И при включении у нас загорится вот эта лампочка. И так же само мы подключаем второй нагреватель, вторую лампу. Нам нужно один провод подключить на 0. Он у нас будет постоянно запитан. А второй провод от лампы мы подключаем к терморегулятору. И вот этот черный проводочек с релюшки, мы на него будем подавать фазу. И она у нас будет включаться и выключаться в зависимости от температуры. Здесь я все заизолировал. Подключил питание, загорелось сразу два дисплейчика, показывает текущую температуру. Слева 25,3 градуса, я нагрел его рукой, вот реагирует на температуру. 21,6 я его не трогал, температура помещения, вот начинаю держать, температура сразу повышается. И теперь я покажу, как он настраивается. Чтобы изменять температуру, однократным нажатием клавиши SET
Вот у нас замигал один дисплейчик. И мы выставляем нужную температуру. Шаг регулировки 1 градус. То есть нельзя выставить 30,5 градусов, выставляется только целое значение. Вот я поменял, включился терморегулятор. Чтобы перейти ко второму, еще раз нажимаем клавишу Set и уже выставляем температуру на этой зоне. 25 градусов, 26, тоже шагом 1 градус. Это вторая зона. Чтобы зайти в меню настройки, выставить разницу температур, откалибровать датчик, нам нужно зажать клавишу Set на несколько секунд. И вот мы вошли в меню настроек. Здесь у нас переключаются пункты, которые мы можем настраивать. Первый это HC. Заходим однократным нажатием Set и выбираем режим работы. Либо охлаждение Cool обозначается C, либо H это Hot, нагрев. Так как эта лампочка нагреется, выбираем режим нагрева. Это выставляется на левой зоне. Чтобы настроить правую зону, нажимаем однократно клавишу Set. Еще раз нажимаем, переключаемся на вторую зону, зажимаем опять на несколько секунд и перешли к настройкам второй зоны. Так же самое, например, мы выбираем Hot, нагрев и нажимаем Set, настройки сохранились. Это тоже будет в режиме нагрева работать. Можно выставлять разные настройки, можно одинаковые, как вам нужно. Режим нагрева. Следующий параметр. Заходим в настройки. HC. Выбираем следующий параметр. Это D. Это разница температур. Вот 2 градуса стоит. Можно выставить разницу. Это разница температур включения и выключения. Можно 1 градус. Максимальная разница может быть 30 градусов. Включение и выключение. Вот мы выставили 3 градуса. Сейчас продемонстрирую, как это работает. Сохраняются настройки автоматически. Вот у нас выставленное, посмотрим какое значение, 30 градусов. То есть мы нагреваем терморегулятор до 30 градусов Цельсия. Я сейчас рукой нагрею. При 30 градусах Цельсия терморегулятор отключится. Вот эта зона. 30 градусов набрала, выключилась. Так как разница 3 градуса, включится терморегулятор заново при 27 градусов. И можно выставить 28, 29, то есть которая температура вам нужна. Здесь у нас стоит 26 градусов. То есть здесь у нас терморегулятор, вторая зона, выключится при 26 градусах. Сейчас мы нагреем. Нагрелась. И выключиться нужно посмотреть в настройках, какая стоит здесь разница температур. Я ее не настраивал. Это при 27 включилось. Сейчас посмотрим, какая разница температура во второй зоне. Переходим к D. Заходим в параметр. Здесь 5 градусов. То есть этот терморегулятор заново включится при 21 градусе. Теперь посмотрим следующий параметр. Заходим в меню настроек. Выбираем это. У нас выставляется минимальная температура работы терморегулятора. Минус 50 градусов Цельсия. Тут в принципе все понятно. Особо этим параметром никто пользоваться не будет. HS это максимальная работа терморегулятора 110 градусов. То есть он работает в диапазоне от минус 50 до 110 градусов Цельсия. Теперь переходим к следующему параметру. Следующий параметр это у нас калибровка датчика температуры. Заходим и можно откалибровать, но здесь калибруется он с шагом 1 градус Цельсия. То есть недостаточно точный терморегулятор, но для некоторых нужд 1 градус в принципе достаточно. То есть можно плюс-минус 10 градусов откалибровать с шагом в 1 градус. То есть вот этот у нас CA это режим калибровки. P7 заходим в настройки. Это задержка включения. По умолчанию это 0 минут, измеряется в минутах. Максимальную можно задержку включения выставить 10 минут. Вот мы, например, сохранили значение. Вот мы вышли из настроек. Нагреваем до 30 градусов. Потом терморегулятор отключается. Температура опускается до 27 градусов, и она не включится сразу при 27,
А пойдет задержка времени, отсчитается 10 минут, будет мигать светодиод 10 минут. И через 10 минут уже по времени включится наш нагреватель. И такие же настройки в правом канале. Точно идентично можно выставить в этом канале. Только чтобы в него зайти, нужно сначала переключиться на него, чтобы мигал дисплейчик с этой стороны. И затем нажать кнопку Set. И мы входим в это меню. И такие же настройки мы можем применить ко второй зоне. Вот так работает данный терморегулятор. Ссылочки на него оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.